Добрый день! Сегодня мы хотим начать цикл небольшой передач о том, как правильно монтировать системы инверторные на базе оборудования Victron. Мы его представляем. Но это касается, наверное, любых инверторов, мощных устройств преобразования тока и напряжения. А с чем это связано? Мы столкнулись со следующей проблемой, что многие наши партнеры пытаются доверить монтаж систем обычным электрикам, которые тянут по дому все провода. Вот. И далее получается, что начинается столько ляпов, которые в каких-то случаях не критичны, но в каких-то очень могут быть критичными. Не только на работоспособность системы скажутся, а даже на безопасности ее эксплуатации. Поэтому мы решили на основании своего опыта, подчеркнутых знаний, которыми с нами делится Victron, рассказать, как же все-таки надо правильно подключать систему, дать общие рекомендации, нюансы всегда остаются, мы их все осветить не сможем, но общие рекомендации мы постараемся дать в наших этих роликах. Итак, у нас на столе сейчас представлен минимальный набор для запуска системы, инверторной системы, которая будет работать в режиме UPS, то есть бесперебойного питания с любым вашим системами домашнего автоматики или просто резервирования питания для дома, коттеджа, дачи. У нас в качестве примера здесь приведен инвертор тип Quattro. Это 5-киловаттный инвертор, питающийся от напряжения 220 вольт на входе у него. Запасает он энергию в 24-вольтовую банку аккумуляторных батарей. Вот у нас здесь представлены две аккумуляторных батареи по 200 ампер-часов. Чтобы вы понимали примерно, какие габариты это выливается. Здесь у нас представлен комплект кабелей, условный комплект. Он делается по месту. У нас здесь будет в качестве примера используются вот такие кабели. Обязательно используется предохранитель для подключения аккумуляторных батарей к инвертору. И так как система у нас 24-вольтовая, чтобы сбалансировать между собой правильно аккумуляторные батареи, чтобы продлить срок службы их на максимальный заявленный срок эксплуатации, мы рекомендуем настоятельно использовать Battery Balancer. Устройство сравнительно недорогое, а эффект от нее очень даже существенный. По опыту можем уже сказать, что установив Battery Balancer на системы, которые 24-48 вольт, система при этом служит уже в разы дольше. Аккумуляторы умирают гораздо медленнее. Итак, вот этот минимальный набор для того, чтобы у вас получилась система бесперебойного питания для дома. Мы начнем ее сейчас собирать на нашем стенде и по ходу рассказывать, где, что, какие нюансы, что надо, как использовать. Итак, приступим к системе. Вот это тыльная часть нашего инвертора. Вы видите здесь специальные отгибы. Это монтажная скоба, собственно, с помощью которой и инвертор будет крепиться к стене. Но не с помощью напрямую на стену вешается, а с помощью специального устройства. Вешается он на стену с помощью специального такой пластины, идущей в комплекте, которая крепится 1, 2, 3, 4, 5 на более тяжелых моделей 7 отверстий. Крепится на стену, и на нее уже одевается своей монтажной скобой наш инвертор. Мы будем показывать на этой же модели инвертор, потому что он удобен в разборке и удобен в доступе ко всем нашим коммутационным элементам. Итак, после того, как закреплена на стене, в данном случае у нас специально разработана стойка для таких систем, она более удобна и позволяет, собственно говоря, не дырявить стену лишний раз. Мы закрепили нашу монтажную пластину. Теперь на нее вешается наш инвертор.
После того, как инвертор зафиксирован, значит, веса его достаточно. Если он применяется, система применяется дома, то веса достаточно для того, чтобы он уже просто висел и никуда не смещался. В случае, если у нас инверторная система используется в мобильных каких-то приложениях, ну это суда, машины и так далее, тому подобное, необходимо будет крепить систему еще и с помощью дополнительных винтов, отрезов, саморезов. Вот через эти дополнительные отверстия. К стене их крепим, тогда у нас инвертор остается висеть жестко на стене и никуда при тряске, при вибрации не денется. Сразу скажем, здесь вот это на корпусе земляной винт для заземления корпуса устройства. Итак, вот у нас есть комплект. Ну, можно стойку сказать, нести тоже. Стойку тоже можно отнести к необходимому комплекту. Ну, так чаще всего бывает удобнее монтировать именно на стойке, размещать аккумуляторы, а не ставить их просто на пол. Вот, и чаще всего бывает удобно именно размещать инвертор вот на такого рода стойке, чем там, допустим, сталкивались, что люди ставят уже в отделанных кафелем котельных, где жалко просто сверлить стену. То есть вот такая отдельно стоящая стойка, отдельно стоящая система, удобная для монтажа и не нарушает эстетики помещения. У нашего инвертора вся коммутационная часть подключения аккумуляторов и сети 220 расположена под этой передней крышкой. Мы ее снимаем. И получаем удобный доступ к нашей коммутационной панели. Давай. Итак, вот мы сняли нашу переднюю крышку и имеем доступ к нашим коммутационным терминалам. Так как у нас это Quattro, модель Quattro, значит этот инвертор имеет два входа. Один основной, другой дополнительный, для подключения к сети 220 вольт и для подключения генератора. Также он имеет терминал для подключения аккумуляторных батарей. Вот эти мощные пластины, представленные здесь. И как все инверторы у Victron, он имеет два выхода. Один выход резервируемый, AC-out 1, и AC-out 2 это выход нерезервируемый. Собственно говоря, на него проходит входное напряжение 220 вольт, когда оно присутствует, и этот выход отключается, когда у нас напряжение пропадает, и вся система переходит в режим инвертирования, работы от аккумуляторных батарей. Обращаем внимание, что здесь у нас присутствует клеммные подключения, такие вот мощные пластины с двумя винтами, чтобы подключать аккумуляторные батареи двумя проводами. Простейший расчет показывает 24 вольта система аккумуляторной батареи, 5-киловаттный инвертор. Соответственно, максимальный ток, который здесь может проходить, порядка 200 ампер. Это очень большие токи, требующие очень тщательного сопряжения, чтобы не было никаких дополнительных потерь. Поэтому используются две точки подключения по плюсу и по минусу. Таким образом вы можете использовать два относительно тонких, относительно гибких провода, и это вам упростит монтаж всей системы. Далее вы видите на ваших экранах таблицу, в которой приведен расчет толщин кабелей для подключения инверторов различной мощности. Хотим обратить ваше внимание на следующее. Данная таблица учитывает длину кабелей до 3 метров суммарной длины. То есть подключение к аккумуляторной батарее по плюсу и по минусу, допустим, предполагается по 1,5 метра длиной кабеля. Если у вас длина кабеля больше, сечение придется увеличивать. Здесь же вы видите на панели подключения разъемы для подключения температурных датчиков, различных AUX-выходов.
реле и так далее, программируемых реле, которые служат для управления, ну, в частности, допустим, генератором. Это маломощные разъемы, здесь подключаются обычными тонкими проводами с сечением где-то 0,75–1,5. Этого вполне достаточно, здесь никаких особых требований к сечению кабеля нет. Обращаем внимание, что у нас здесь вход для подключения аккумуляторных панелей сделан через такую большую толстую щель, для того, чтобы провод с сечением, допустим, 90 квадратов сюда достаточно легко прошел. Для подключения сети 220 сделаны герметичные вводы, но они на самом деле для герметичности не особо важны в данной системе, так как защита, собственно говоря, инвертора порядка IP43 соответствует классу защиты. Вот, поэтому это просто удерживающие, как назвать, гермоводы. Фиксирующий кабель. Да. Кстати, IP22 делал. 22 даже, да? Точно, вот вся серия IP22. Ага. Гермоводы не нужны в своем прямом назначении, они служат для фиксации кабеля в положении при подключении уже к леммам. Ну, это логично, потому что, чтобы, если особенно это касается каких-то вибраций, чтобы у нас провода не отходили и не соприкасались здесь. Вот. Класс защиты нашего прибора IP22, поэтому гермоводы, они только механическая фиксация кабелей для этих целей служат. Итак, для подключения к аккумуляторным батареям мы используем кабель, в данном случае 50 сечением 50 мм, уже с закрепленными на нем наконечниками, с помощью которых мы и будем подключать и аккумуляторные батареи, и, собственно говоря, клеммы инвертора. У нас используются кабели и в качестве, такой же кабель используется такого же сечения и в качестве перемычки. Мы его будем устанавливать между двумя аккумуляторными батареями. Ну, соответственно, напряжение на каждой батарее 12 вольт. Последовательно соединенные две батареи дают нам 24 вольта, что соответствует напряжению нашего рабочему напряжению инвертора. Для того, чтобы подключить наши кабели, ну, собственно говоря, нужно снять винты, установить, соответственно, цветовой маркировки кабель на соответствующий винт. Если у вас по расчетам в вышеуказанной таблице сечения кабеля хватает для того, чтобы его одеть только на один винт, закрепить с помощью одного наконечника, вы можете использовать такое. Затягивать их надо обязательно с помощью ключа, не так, как я сейчас делаю руками, но так как это просто демонстрация, поэтому акцентировать внимание на этом я не буду. Это само собой разумеющееся. Но хочу обратить внимание, что затягивать винты ключом надо, конечно, не до дури. Здесь используются латунные болты, никелированные, но они латунные, они сравнительно мягкие, не стальные. Поэтому сорвать их ключом с трещоткой достаточно просто, если крутить со всей силы. Затянули гровер, на этом остановились. Контакт будет нормальный. Устанавливаем, соответственно, подключаем наши провода. Плюс-минус. При этом обращайте внимание на то, что провода начинают с собой закрывать дополнительные служебные разъемы, соответственно, с
старайтесь подключить либо тот же термодатчик ранее того, как вы будете подключать силовые кабели, ну, либо их не фиксируйте сразу жестко, чтобы их можно было повернуть, и, допустим, вот T-Sense, это и есть точка подключения температурного датчика, подключиться к нему. Итак, мы подключили температурный наш датчик. Вот. Далее мы можем опустить наш кабель, чтобы они друг другу не мешали уже. Температурный датчик, идущий в комплекте, имеет вот такой вид, одевается на минусовую клемму аккумулятора, на самый минус. То есть это у нас именно минус 24 вольта в данной системе. Одевается сюда поверх минусовой клеммы. Ну, убирайте провода, чтобы они не болтались. Про это, я думаю, не надо особо говорить. При монтаже всей системы старайтесь, конечно, ее не замкнуть. Делайте все аккуратно, так как токи здесь идут большие. Аккумуляторы это фактически... Итак, соединяем нашу систему 24 вольта. Соединяем перемычкой. Сечение перемычки такое же соответствует сечению кабеля основного. Обращаем ваше внимание, между аккумуляторами должен оставаться воздушный зазор. При заряде и при разряде большими токами аккумуляторы могут нагреваться, и надо, чтобы они охлаждались. Поэтому зазор 2-3 см это нормально. Далее мы соединили минусовую клемму аккумулятора. Дальше наша перемычка стоит. Остается подсоединить нашу плюсовую клемму к инвертору. Но клемма подсоединяется обязательно через предохранитель. Предохранитель подсоединяется на плюсовую клемму аккумулятора.